Всем привет, друзья! В этом видео буду начинать изготовление капитальной модульной лестницы на 180 градусов. Изделие очень ответственное, все нужно продумать. Всем приятного просмотра, начинаем! На этом канале вы найдете более 160 серий о строительстве небольшого капитального дома с летней террасой. Весь комфорт нашего небольшого двухэтажного дома будет зависеть от лестницы. Насколько будет она удобна в эксплуатации, настолько и успешен будет данный проект в целом. Основа лестницы будет сделана из модульного металлического каркаса. В моем случае для реализации лестницы потребуется 8 элементов. Один верхний стартовый элемент, второй нижний элемент и 6 промежуточных элементов. Вы заметили, цвета немного разные. Все дело в том, что я брал элементы с разницей в полгода. Видать, на заводе немного сменился оттенок. Сегодня покупка такой лестницы выгодна, на мой взгляд. Металл вырос везде в разы, а цена на эти элементы стоит все та же, что и несколько лет назад. Сейчас сделать самому каркас из профильной трубы будет не дешевле, плюс времени уйдет куча. Ну, как говорится, хозяин-барин. Монтаж начну с верхнего элемента. Делаю разметку. Чтобы удобно закрутить шуруп-глухарь, сверлю дополнительное отверстие. В верхней части глухарь пройдет закладную и войдет на 5 см в доску. Эту доску я заложил еще на стадии звукоизоляции перекрытия. Так крепление получится очень надежным. Закрепляем первый элемент. Вообще правильнее модульную лестницу начинать собирать снизу, но не в моем случае. Мне нужно увидеть, куда выходят 8 элементов. Эта информация мне даст размеры будущей площадки, на какую высоту мне ее поднимать. Первый стартовый элемент закреплен. Теперь собираю промежуточные элементы. Каждый элемент лестницы между собой закрепляется на 2 болта. Четыре элемента закрепил, теперь можно установить опорную ногу. Она перенесет часть нагрузки с лестницы на пол. Для ее установки мне придется открутить 3 глухаря. Это не проблема. Продолжаю сборку промежуточных элементов. Закрепляю последний нижний элемент. Заводской шаг ступени в данном каркасе составляет 22 см. Теперь я вижу, на какую высоту поднимать площадку, но здесь есть проблема. Если площадка будет прямой, то при заходе на площадку я буду биться головой о потолок.
Мой рост 191 сантиметр. В моем росте и кроется вся сложность реализации комфортной лестницы. Что ж, здесь нужно думать. Первое, что я сделал, это увеличил шаг ступени с 22 сантиметров до 23. Так я выиграл 7 сантиметров. Высота площадки стала ниже на 7 сантиметров. Но перемещаться с увеличенным шагом будет немного сложнее. Второе, подпорную ногу я переместил с третьего элемента на четвертый. Это мне даст широкий проход в маленькую комнату для отдыха в 85 сантиметров. Подпорный элемент отрезаю по размеру с помощью болгарки. Ставлю подпорную ногу на свое новое место. Также для визуализации поднял площадку на нужную высоту. Этого мало, пока что все равно буду биться головой. В программе SketchUp просчитал все размеры и сделал 3D модель. Чтобы лестница была комфортной для моего роста, пришлось разделить площадку на 2 ступени. С таким вариантом исполнения все сходится. У меня появилась надежда на создание комфортной лестницы. Приступаем к изготовлению площадки. Сначала сниму мешающие плинтуса. Делаю разметку под площадку. Размер площадки по дереву будет 135 см на 100 см. По каркасу меньше примерно на 5 см. Каркас площадки буду изготавливать из оставшегося лего кирпича. Из этого кирпича у нас сделаны 3 колонны для крыши террасы. Кому интересна данная тема, ссылку на видео найдете в описании. Сначала сделаю раскладку на сухую. Финишный вариант будет выглядеть так. Под площадкой будет пространство для хранения бриллиантов и золота по запатентованной технологии. Чтобы не тратить время и не пилить кирпичи, размеры каркаса подстроил под них. В месте, где проходят трубы, получился зазор 8 см. С таким зазором трубы получат возможность обслуживания. Разбираю каркас и приступаю к кладке кирпича. Для лучшего сцепления кирпича с керамогранитом нанесу риски в области кладки кирпича. Семен, ну ты варвар. После все как следует пропылесосим. Перед самой кладкой нанесу грунтовку. Замешиваем плиточный клей. Для удобного нанесения клея использую строительный шприц. Я вот думаю, может забор забабахать из лего кирпича плюс ролл ворота. Что скажете? Первый ряд готов, приступаем к следующему. Нет, сейчас кнопку не нажимай, пока папа.
На последнем ряду на всех кирпичах мне нужно удалить выступ, удаляя его с помощью болгарки и диска по керамике. Процесс быстрый, но очень пыльный. Очень. Также мне нужно сделать армированную перегородку из двух кирпичей. Для этого сделаю штрабу. Продолжаю кладку последних рядов. Кирпичи все уложил, теперь займусь перегородкой. Армировать перегородку буду стеклопластиковой арматурой диаметром 6 мм. Заполняю штробы клеем и утапливаю в клеевой бассейн арматуру. Также залью все отверстия клеем. На всех углах дополнительно вставлю арматуру. Площадка должна получиться очень крепкой. Пока сохнет перегородка, замажу все швы. Финишная отделка каркаса площадки будет сделана покрытием под кирпич, чтобы все было в едином стиле. Приступаем. Чтобы смонтировать перемычку, нужно удалить выступ с кирпича. Сейчас он мешает. Чтобы сразу перейти к финишной отделке, перемычку кладу на клей пену. Через 15 минут уже с ней можно работать. Развожу белый клей для керамогранита и приступаю к финишной отделке каркаса. Данное покрытие АМК осталось от основных стен первого и второго этажа. Ссылки на эти видео вы также найдете в описании. Кстати, наш фасад тоже отделан этим покрытием. Смотрится довольно симпатично. Отделка готова, пускай сохнет. Теперь займусь разметкой и подрезкой основных площадок. Приступаем. Примеряем первую нижнюю площадку. Из оставшегося куска сделаю подступенек. Делаю это с помощью циркулярной пилы с параллельным упором. Снова примеряем. А вот и верхняя площадка подоспела. Устанавливаем. Осталось примерить нижнюю ступень. На данный момент имеем вот такой результат. Неплохо, но нужно обработать края в четверть сферы. Так будет намного эстетичнее.
Опилков, конечно, хватает, благо есть пылесос. Как по мне, с обработанными краями работа выглядит намного профессиональней. Снимаю площадки и высверливаю отверстия в перегородке. Эти пустоты тоже нужно заполнить клеем для надежности. Покрытие высохло, пришло время снять защитную пленку. Молодец. Класс. Сильней. Ставим площадки на свое место и любуемся проделанной работой. Как и планировал, все в едином стиле. Теперь нужно закрепить сами площадки к каркасу. Крепить их буду с помощью анкеров скрытым способом. Делаю разметку. Согласно разметке высверливаю отверстия глубиной 15 мм, диаметром 26 мм. Затем сверлю отверстия насквозь и этим же сверлом оставляю риски для дальнейшего сверления на каркасе. Снимаю площадки, нахожу риски и засверливаю их на глубину примерно 8 см. Пришло время монтажа площадки. Помимо анкеров буду крепить ее на клей-пену. Для лучшего сцепления на площадку наношу насечки обычной стамеской. Убираю всю пыль мокрой кистью и наношу клей-пену. Аккуратно ставлю площадку и забиваю 4 анкера. С помощью шуруповерта затягиваю все анкера. Первая площадка закреплена. Теперь закреплю подступенник. Крепить его к нижней площадке буду с помощью пластин и шурупов. Подступенник закрепил. Осталась верхняя площадка. Верхняя площадка будет закреплена на 2 анкера и 5 шурупов длиной 8 см. Все площадки надежно закреплены. Теперь нужно зашпаклевать все отверстия для анкеров и шурупов. Делаю это с помощью шпаклевки по дереву.
Такой слой шпаклевки даст большую усадку. Через сутки нужно будет нанести второй слой. Это не проблема. Площадка готова, подводим металлический каркас. Между каркасом и площадкой получился зазор в 4 см. Убираю его с помощью заготовки от остатков. На квадрате обработал фрезером кромки и просверлил 4 отверстия в нужном месте. Каркас к площадке креплю на глухари длиной 8 см. Они были 10 см, я их подрезал болгаркой. Переношу расположение болтов на площадку и дополнительно засверливаю отверстия. Это действие снизит раскол склеенного щита. Возможно, здесь это действие лишнее. Закручиваю глухари и любуюсь работой. Самая сложная и ответственная работа сделана, но это далеко не все. На этом этапе я достиг главного – это комфортное перемещение в свой полный рост. Зазор между потолком и головой на нижней площадке сейчас составляет 10 см. Еще 2 см сворует финишный потолок. В следующей серии буду устанавливать ступени, заниматься покраской и устанавливать перила с двух сторон. Следующее видео покажет всю красоту данной лестницы. Если вам интересно продолжение, обязательно подписывайтесь на канал. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Переходите на канал, смотрите другие видео, на канале их более 200. Желаю всем удачи, легкой стройки, скоро увидимся. Всем пока!